Друзья, приветствую вас! У меня для вас есть одна важная новость. Вы в курсе, что у многих мужчин, даже при хорошем уровне тестостерона, бывает слабая эрекция? Если нет, тогда внимание! В 80 случаев причина половой дисфункции не в тестостероне, не в стрессе и даже не в возрасте. Причина достаточно очевидна и ее можно легко устранить, но надо знать, в чем она заключается и как быстро это все исправить. Об этом пойдет речь в данном видео. Поэтому смотрим его до конца. Также задавайте вопросы в комментариях, если будет что-то непонятно. Слабая эрекция напрямую зависит от полноты кровотока в нашей сердечно-сосудистой системе. Если кровь густая, как кисель, ни о какой мощной эрекции и речи не может быть. Густая кровь не способна заполнить кавернозные, это пещеристые тела в половом члене, чтобы создать необходимое давление внутри него, увеличив его в размерах и создав необходимую твердость для совершения полового акта. Кроме того, слабый кровоток лишает органы, в том числе и половые, кислорода и питательных веществ для хорошего их функционирования. Из-за слабого кровотока забиваются сосуды холестерином, внутри них появляются микровоспаления и тромбы, что в первую очередь проявляется через вялую эрекцию. Микровоспаление – это как ржавчина в трубах. Снаружи вроде ничего не видно, но движения внутри крови уже нет. Поэтому хорошая эрекция – это не про интимную близость. Хорошая эрекция – это важный показатель состояния сосудов и здоровья в целом. Если кровь плохо наполняет половой член, то будьте уверены, что и в головном мозге, и сердце все печально, и скоро может это себя проявить в виде инфарктов и инсультов. Можно ждать, когда станет совсем все плохо, а можно просто не допустить этих последствий и заранее это исправить. Как это сделать, я расскажу далее. Как быстро, а самое главное безопасно, без скачков давления, разжижить кровь в организме и очистить сосуды для хорошего кровотока, чтобы органы хорошо снабжались кислородом и питательными веществами, работали как в молодости. Сегодня я расскажу вам про два простых, но очень эффективных, натуральных, природных компонента, которые способны быстро и надолго восстановить и укрепить эрекцию на уровне системы кровообращения. Без побочек, без синтетики, без головных болей, а не как всем известные голубые таблетки с единоразовым эффектом, да еще и с последствиями для сердца и печени. Первый компонент – это экстракт огневки или восковой моли. Экстракт разжижает кровь, стимулирует микроциркуляцию в капиллярах, помогает доходить крови до самых дальних участков тела и в первую очередь до полового члена. Мужчины, которые принимают экстракт восковой моли, даже с хроническим варикозом, отмечают улучшение общего состояния, в том числе и в половой сфере, уже через 2 недели после начала приема экстракта. Также продукт жизнедеятельности огневки пчелиной эффективен для лечения дыхательных путей, растворяет воскобелковую оболочку палочки Коха и способствует заживлению каверн. Еще он нормализует уровень холестерина, улучшает работу сердца, растворяет холестериновые бляшки и ускоряет регенерацию сосудов, повышая их эластичность и укрепляя иммунитет. Продукт помогает при гастрите, подавляя развитие синегнойной палочки и золотистого стафилококка. Он улучшает работу митохондрий, разжижает кровь, ускоряет кровоснабжение, повышает гемоглобин и выводит токсины. Показан при приеме антибиотиков и химиотерапии. Для более комфортного приема экстракт огневки принимают в желатиновых капсулах. Рекомендованная доза 2-3 капсулы в день за 15 минут до еды. Курс длится 2-3 месяца. Ссылку на тот, который я принимаю, экстракт огневки, я вам оставлю в описании под этим видео. Второй натуральный компонент, который помогает улучшить кровенаполнение члена для хорошей эрекции, это экстракт коры белой ивы. Это природный салицин, действующий мягко, без нагрузки на желудок, разжижает кровь без резких скачков давления и опасности отрыва тромбов, если вдруг они есть. Экстракт снижает вязкость крови, расширяет сосуды, в том числе и снабжающие кровью половые органы. Также снимает микровоспаления, которые тормозят приток крови, ведут к закупорке сосудов. Еще экстракт коры обладает противовоспалительным, обезболивающим, мочегонным, желчегонным и патагонным действием. Применяется при патологиях печени, селезенки, при воспалении почек и мочевого пузыря. Используется при ревматизме, остеохондрозе, а также как жаропонижающее средство. Сама по себе кора белой ивы горькая, поэтому экстракт лучше применять в капсулах.
Ссылку на экстракт, который я принимаю, оставлю в описании под этим видео. Кроме того, недавно на своем канале я рассказывал про красный корень и ярутку. Ссылка на видео сейчас появится в правом верхнем углу, которые помогают с лечением и профилактикой заболеваний предстательной железы. Также помогают восстановить и укрепить эрекцию за счет повышения тестостерона. Но в совокупности с приемом экстракта огневки и экстракта коры белой ивы, их действие многократно усиливается за счет улучшения кровообращения и ведет к скорейшему эффекту. Хочу еще раз напомнить, что все природные компоненты имеют накопительный эффект длительного действия, а не мгновенный и одноразовый, как от таблеток. Чем дольше вы будете принимать, тем дольше и лучше будет результат. Для скорейшего и хорошего эффекта лучше их не сочетать с алкоголем. Друзья, не стоит ждать чуда от аптечных пилюль. Необходимо начать с главного, с кровообращения. Экстракт восковой моли и экстракт коры белой ивы – это не магии и не БАДы ради галочки. Это вполне рабочие инструменты, проверенные временем и лично мной. Напоминаю, что ссылка на то, где я приобретаю экстракт восковой моли и экстракт коры белой ивы, будут в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по полезным ссылкам под этим видео. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.